Привет! Уверен, по своему опыту ты уже знаешь. В Японии очень много крутых групп и исполнителей по всему спектру жанров. Я бы даже сказал, что в своем импакте на музыкальный мир они равняются с британцами прошлого века, которым, если кто забыл, тогда не было равных. Появилось аниме, и теперь у исполнителей есть дополнительный способ себя продвинуть. И благодаря их популярности теперь не группа со вспышкой выступает в опенинге, а аниме в один миг может устроить группе целую карьеру. И за примером далеко ходить не нужно. Сим были крутые еще до Титанов, но именно Титаны их подкинули вверх, как Гуль, Линк Тосит и Сигуре. И так везде, даже Crystal Lake заметились в пожарной бригаде. И тут проблема. Японская музыка настолько богата, широка и неопределима, как что-то объясняемое и цельное, экспериментально и попросту отвязно, что среди ночного неба трудно выбрать одну звезду и доказать, что вот эта совсем не такая, как остальные, и сияет на самом деле куда ярче. Потому что есть Тоя, Аймер, Лиза, Сим, Survives the Prophet, Сокунинару, Кинока Тейка, Куспайр, Пиус, Канабун и еще. И все они уникальны. Проблемка. Хотя есть одна интересная группа. Сейчас о них знают почти все, а раньше только в Японии. Притом их творчество уже стояло на своих 8 твердых ногах, им было вполне комфортно. Просто подвернулось предложение, в котором они почувствовали возможность стать еще лучше, которое они не могли отклонить, ведь на нем было написано их имя. Дело берет начало в Токио, чуть раньше, но тут близко. Вот прям тут. 4 апреля 1985 года в Канагаве родился паренек с уважаемым именем Акира Кувахара. В стартовые годы жизни был обычным ребенком, пока не услышал, как двоюродный брат лязгает на электрухе группу Глэм. Очевидно, глэм-рок. Но это совсем Кувахару не заботило. Как называется жанр? Плевать, круто, я хочу так же. И он начал учиться играть на гитаре как демон. А 5 июля того же 85-го в семье уважаемого бизнесмена крупной компании и учителя фортепиано родился парень по имени Йоджиро Нода. Так как его родители любили музыку самую разную, дома всегда было много непонятных ребенку инструментов и пластинок, которые, однако, понемногу разогревали в нем тягу к музыке и намеки на талант. Но когда ему было 6 лет, из Токио пришлось уехать аж в земли свободных штатов. Сначала в Нэшвилл, а потом в Л.А. Там он начал играть в баскетбол, но не задалось, не суть. В те времена была очень популярна одна неудивительно британская группа – Оазис. И послушав ее, Нода буквально сходу влюбляется в музыку, как и в гитару. Потом в 10 лет он приезжает обратно в Японию, таймскип тренировок. Двум парням по 15 лет, старшая школа. У Кувахары уже есть своя безымянная школьная группа, но вот проблема, нет вокалиста, а без него, считай, нет и группы. И тут ему в кафешке подвернулся Нода, у которого тоже было небольшое к нему дело. Нода хотел узнать авторитетное мнение о его навыке игры на гитаре, пении и, поразительно, авторских стихах. Они прослушались, Кувахара записал это на телефон, чтобы потом убедиться, что ему не показалось, пришел домой, сидит и думает: как человек моего возраста может писать такое? Что происходит? Причем, насколько я понял, они даже не были из одной школы. В одном из интервью Нода говорил, что брал у Кувахары форму его школы, чтобы репетировать вместе. Это я забегаю вперед. Нода присоединился к еще не той самой группе. То был 2001 год. Однако Нода не особо верил в свое музыкальное будущее. Продолжал учиться и планировал как минимум сделать себе самый обычный скучный запасной вариант. Кувахара человек более радикальный, и загоревшись группой по полной, решил отчислиться из школы. Настолько он был в себе и в группе уверен, так что спусковым крючком стал именно он. Состав группы на тот момент: Йоджиро Нода – вокал, Акира Кувахара – лид-гитара, Юски Саки – ритм-гитара, Кей Асо – бас, Акио Шибафуджи – барабаны. Самая первая, самая ранняя версия группы, которая берет себе название Radwimps.
Рад как крутое, смелое, и Вимпс слабое или трусливое. Смелые трусы, крутые слабаки. Противопоставление. И вскоре происходит первый лайв школьничков в крошечном концертном клубе в Якогаме, чтобы идти недалеко. Канай Биби Стрит. Как прошло, никто кроме участников не скажет. Вряд ли идеально, но опять Кувахара видит огонь и бесповоротно за ним бежит, особо не спрашивая группу, которая узнает о его планах в последнюю очередь. Через полгода, в заключительный день заявок, Кувахара сам по себе записывает их группу на целый музыкальный фестиваль в совсем не крошечной Йокогама-арене. Представить себе лицо остальных можете? Кучи других более опытных и техничных групп, среди которых могут оказаться, я не знаю, в будущем важные для Радвимпс люди, может? Однако фестиваль с сюрпризом, с призом за лучшее выступление, и Радвимпс со своей песней Мошимо сразу выигрывают. Народ поверить не мог. Не могли и два других человека. В составе другой группы барабанщиком был Сатоши Ямагучи. Оказался впечатлен выступлением Радвимпс и вроде даже предложил Ноди перейти к ним. Предложение сработало от обратного, и в итоге к 2003-му сам Сатоши присоединится к Радвимпс. Год 2002. Радвимпс приходит на фестиваль уже как гости-победители, и тогда со своими участвовал Юски Такеда. И он также увидел в них что-то, чего не было в его группе, а было многое. Тут, однако, мы все еще в 2001-м. У группы начался большой перерыв длиной почти в 2 года. Пора было решать для тех, кто остался в школе, что делать с будущим. Неопределенность в группе или стабильность на работе. Поэтому многие готовились к экзаменам в колледж. Нода вспоминает, что это было поворотным моментом для него и группы. Если бы ничего не удалось, он мог выучиться в колледже и стать обычным саларименом, офисным работником. И родители, несмотря ни на что, ожидали от него того же. И все же было за что уцепиться. 2003 год. Культурный фестиваль для старшеклассников Сейджи от локальной радиокомпании неплохо поднимает им известность. Выходит первый сингл, продающийся по цене пива, и 10-тысячная партия распродается мгновенно. Популярность, похожая на сигнал к продолжению. После перерыва, однако, не все участники Радвимпс сделали тот же выбор. И Юски Саки, Акио Шибафуджи и Кей Асу решили пойти своей дорогой. Происходят финальные изменения. Нода берет роль ритм-гитары на пару с вокалом, на барабаны садится тот Сатоши Ямагучи, а на бас Юски Такеда. И вот теперь все знакомые лица на месте. На месте? Погоди. На всех интервью и на большинстве фото мы видим только Ноду, Такеду и Кувахару. А где Ямагучи? В 2009-м у него обнаружили неврологическую дистонию. Заболевание, при котором мозг отсылает неправильные сигналы конечностям, и чаще рукам и пальцам, заставляя их случайным образом вытягиваться и сжиматься. При этом Ямагучи все еще в группе, играет и записывает, и даже появляется на концертах, но конец этой истории будет сильно позже. И закипела работа, и затрещали комбики. Выходят 2 альбома, Радвимпс и Хатен Тоджо. Появляются первые большие концертные туры самой группы. Они ведут радиопрограммы Hitphonics, Радвимпс No Kin, суперпопулярную School of Rock и другие. Планомерно песни подкрадываются к вершине музыкальных чартов. А пиком зари цельной группы стало второе выступление на Йокогама-арене со своим индивидуальным концертом. Огромная, популярная и безгранично важная арена, полностью заполненная их фанатами. Такеда, стоя на сцене, тогда понял, что, возможно, они уже достигли чего-то невероятного. В 2006-м выходит 5-й по счету сингл и 3-й, но первый крупный альбом Муджинто но Моэте и Кивасорита Ичима, державшийся на 13-м месте в чарте Oricon, главный японский чарт. Делают новые синглы, бесконечно пишут песни, выдумывают приемы, ночуют на студиях и выдавливают из себя все. Беспокойство от неожиданно упавшей популярности заставляло их работать сильнее, и популярность-то бежала вперед уровня их музыкального навыка, как они считали. В один момент такой самоотверженный порыв довел Ноду до потери сознания. Сначала ты слушаешь ноты, а потом капельницу. Не весело так просыпаться в белых стенах. Зачем так надрываться?
Видите ли, Нода, как главный двигатель группы, писатель музыки и лирики, хотел, чтобы Radwimps стали самой сильной, самой мощной группой. Ну и чё? Куча групп мыслит в подобном ключе и живут себе творчески. Верно. Только когда ты надрываешь себя день или два, а не неделю стабильно. Когда ты забываешь, что все люди и нужно есть, пить, спать и семья, ты напрашиваешься на неприятности. И Нода сам говорил, что продолжая не идти как группа в эту сторону, другие участники точно начали бы по одному уходить, так как не могут больше тянуть бегущих вперед остальных. Пришлось поработать над их подходом, не допускать эксцессов и быть, начеку друг у друга, как семья, и больше подобной проблемы не было. В 2008-м сингл Order Made стал первым лидирующим в чарте синглом, за которым последовал 5-й альбом Alt Colony No Theory, занявший 2-е место. В конце года на награждении Live Music Awards получает приз за лучшую лирику в песне Ошакашама, и я не буду пытаться произнести лучше. И лучший альбом года. Новые синглы прут рекой, и по итогу их будет аж 32, не перечислить. Однако разрывной «Да-да» еще раз берет 1-е место Орикона в 2010-м, а клип песни номинируется на Japan Media Arts Festival. 11-й год, новый альбом Zetai Zetsumei. Песня Kimi no Shipto Ao становится темой спортивных мероприятий не только для локальной NHK или Японии, но участвует на Олимпиаде в Лондоне и чемпионате по футболу в Южной Америке. Так что за границу, сами того не зная, они вышли задолго до... Нет японца, которого не потрясло произошедшее 11 марта. Буквально на днях Radwimps начали записывать новый альбом, когда обрушилось, как его позже назовут, великое восточно-японское землетрясение. Помимо поражающего количества жертв, многие из жителей банально не могли больше связаться с родными, даже если те были живы. Radwimps почувствовали, что они могут и обязаны что-то сделать. Спустя 3 дня они запускают специальный сайт для сбора сообщений для пострадавших и пожертвований под названием Итошики. Может выглядеть претенциозненько, мелочно, но тогда все японские знаменитости старались помочь остальным, и лично мне приятно, что ребята быстро приняли решение присоединиться. Однако землетрясение, точно как и его последствия, не отпускало. И ровно спустя год выходит песня Hakujitsu. Группа очень хотела спеть ее в этот день. С того момента, каждый год 11 марта у Radwimps выходит новая песня. Так, спустя декаду после трагедии появится на свет альбом 10 лет, 10 песен. Ну а время идет. Группа развивается своим потоком, выступает на телевидении и под открытым небом, реклама No Music No Life наравне с другими легендарными и не очень группами Японии. Нода время от времени пишет песни для других исполнителей, Чара, Ашаймер и Ханарегуми. Последним Нода восхищался. Начинает свой сольный проект Илион, хотя от группы не отдаляется, и после скажет, что Илион и Radwimps по звучанию приятно разные. Иначе в чем-то одном из двух не было бы смысла. Альбом Batsuto Maro Totsumito и сингл Confession, приуроченный к свадьбе Кувахары, с которым уж точно все будет хорошо. И вот снова поворотный момент. Точно такой же, как колледж. Ребята-то уже вовсе и не ребята, а уверенно пробивают 30-ку. Двое женаты, и настало время, когда шило-то прекращает вертеться. За него надо думать головой, и обычно двигаться вперед своими силами становится крайне трудно. Писать то же самое, тогда группа затухнет, и смысл в ней потеряется. А куда двигаться-то? Страна уже пришла в себя, в мире атмосфера сойдет. Тут еще двое получили себе другие, приземленные мирские заботы семейной жизни. И тут Ноде на почту приходит сообщение, которого он никогда бы и не подумал получить.
Прочитай, пожалуйста, и расскажи о своих мыслях», — гласило письмо с приложенным текстовым файлом. Прочитав, спустя короткую вперед-назад переписку и согласившись помочь, мы встречаем момент в их истории, когда Радвимпс узнала все аниме-комьюнити, несмотря на границы стран и языков. Прыжок выше головы. Альбом Human Bloom и твое имя. Кавамура спросил меня в начале создания, кто мне в первую очередь нравится, вообще любые. И я ответил, что одна из моих любимых групп — Радвимпс. Я на самом деле тогда и не задумывался, смогут ли они реализовать, что я хочу. Но они, как раз искавшие новый вызов для себя, откликнулись на мою просьбу. Синкай попросил написать музыку в таком стиле, чтобы она поддерживала диалог и монолог персонажей, и Нода смог больше. Влияние музыки на произведение в принципе трудно переоценить, но в твоем имени Радвимпс смогли связать ею Таки и Мицуху, персонажей и зрителя, смыслы и осознание. Подобно маленькой эмоции подле грандиозного явления, как и любовь двух людей в размахе вселенной. Наравне с легкомысленностью и весельем обыденных деньков в начале идет что-то очень глубокое, чувства, с которыми любой может резонировать. Плод полуторагодичной работы оправдал ожидания. Сейчас я еще раз ясно вижу, что они были абсолютно необходимы для создания фильма. И он не преувеличивает, потому что сам Синкай, услышав готовые треки, переделывал сцены под их песни, чтобы сделать тот самый темп и атмосферу единственного в жизни опыта для зрителя. И оказывается, до трека сцены с надписью «Идиот» на лицах персонажей вообще не было. Ну вот так вот. Рассказали о мыслях. После Нода дополнительно решил перевести несколько песен на английский, умеет же немного говорить после жизни в USA. Говорит, было интересным опытом, так как одну и ту же вещь трудно сказать так же на той же музыке, но другими словами. Интересно, однако вряд ли это произойдет еще раз. Я верю в силу голоса и мелодии. В них нет языкового барьера. Что произошло после, мы знаем. Вмиг весь мир услышал Радвимпс. Zenzen Sense играл из каждого утюга, а Sparkle стал первым японским трейлером, превысившим 100 миллионов просмотров. Они впервые выезжают на тур за границу в Корею. Их Human Bloom, в который вошли песни из твоего имени, самый продаваемый альбом. Уверен, что ни Нода, ни Такеда, ни Кувахара, ни Ямагучи и подумать не могли. К сожалению, прямо перед их 10-летним юбилейным туром на официальном сайте выходит объявление, что Сатоши Ямагучи уходит в бессрочный отпуск из-за болезни, что достиг лимита своих возможностей. И поражает, что он смог дотянуть аж до 2015 года. Он все еще числится в группе, и на записи тура все еще красуется его имя. Но барабанщик теперь другой. И это еще грустнее осознавать, когда видишь, как он больше всех получает удовольствие, будь то клип или лайв. Судьба любит злые шутки. Нода умудряется попасть в актерство с его монотонной речью и нейтральным выражением лица и иногда снимается в фильмах. А группа выступает на одной сцене с Coldplay. Тем не менее, создание новых песен не останавливается. Выходит трек Mountain Top к фильму «Легенда о демонической кошке». И подкрадывается неожиданная новость. Хиномару, песня как песня с первого взгляда, подвергается ощутимой критике в интернете за ее схожесть с военной. Такого смысла я не вкладывал в нее, когда писал, и даже сейчас, когда закончил. Дошло аж до того, что один шиз на машине с громкоговорителями и плакатами «Нет песням о войне и смерти в бою» подъехал к месту концерта группы. Правда, был заранее остановлен фанатами и полицаями. Не знаю, как вам, а на Газманова не очень похоже. В 2018 выходит альбом Anti-Anti Generation. И опять письмо на почту со знакомыми словами. Глянь, когда будет время, и скажи, пожалуйста, что об этом думаешь.
В «Дитя погоды» Нода еще сильнее уходит в аранжировки и текста, чтобы те идеально соответствовали сюжету. Работа шла настолько активно и нагружена, говорит Нода, что он почти забыл про свой основной род деятельности – группу. Музыка и стихи активно обсуждаются с Синкаем, какой в них должен быть сокрыт смысл, что чувствуют персонажи. И посредством таких диалогов Нода понимает, в песнях должен быть женский голос, а не его. Целый год группа проводила слушания и наткнулась на один кавер-альбом. Поразительно, не певицы, а актрисы Токо Миуры. Оказывается, девушка любила петь, однако в актерстве такой навык особо не покажешь. И для дебюта ей решили дать самую большую сцену. Голос Миуры обладает подавляющей таинственной силой, способной проявить любую погоду в тот момент, когда он зазвучит. Я думаю, это благословение, что мы смогли получить ее для музыки «Дитя погоды». Это точно. Голос Миуры наделен невероятно светлым тоном, полным надежды в завтрашнем дне, почти детской радостью. В Grand Escape будто сконцентрирована жизненная сила всех людей под небом, всех, кто болеет за героев. И другая композиция, уже с голосом Ноды. Осталось лишь что-то, что любовь может сделать. Грустно, но поднимает правильный вопрос. Ответ в фильме? Да, конечно. Но в реальности как будто единственное, что может сделать любовь, это написать песню про любовь, к которой все будут возвращаться. И все же, как гласит эндинг, несмотря ни на что, с нами все будет хорошо. Дитя погоды выходит, Радвимпс взлетает еще выше, хотя, казалось бы, Макото Синкай почти сразу скидывает новый скрипт, уже классический, без намеков. Параллельно пишется мелкий альбом Blame the Summer. Кажется, головокружительные деньки никогда не закончатся. Не закончатся ведь? Раз никуда не выйдешь, ни на студию, ни к Синкаю, остается только сидеть взаперти и придумывать. Например, одна из выдумок — виртуальный концерт по типу Шинсикай. Бесплатная песня, призванная расслабить народ аж всей планеты во времена пандемии. Сомнительно. Потихоньку в осторожном темпе работа возвращается. Альбом Forever Days, готовится саундтрек к фильму, и я впервые нашел о них то, во что я не особо мог поверить. Возможно, а точнее совершенно точно, я дурачок, однако был такой вопрос. Радвимпс пишут песни со словами для Синкая, это понятно, но кто пишет остальное? На ютубе автоматически определяется исполнитель, и я думал, это ошибка системы или кого-то еще. Там нет других авторов. И тут картина начала складываться воедино. 2 года на создание треков к фильму. Появляющийся в их личных песнях настоящий саунд-дизайн. Та самая желаемая эволюция группы. С другой стороны, у меня были свои причины к неведению, ибо обычно группы не пишут целый саундтрек к фильмам. Однако, именно это сделали Радвимпс. Абсолютно все композиции. И это. И это. И это. Это Радвимпс. Еще точнее, Нода. Последняя часть пазла нашла свое место. Почему я обратил внимание? В саундтреке Судзуме но Тоджимари появляется настоящий композитор Кадзума Джинночи, в меру популярный дядька. Процесс создания звучания, которое может сосуществовать с невероятным настроением и энергией Радвимпс, был одновременно и интересным, и нервным. У меня была возможность аранжировать некоторые песни Йоджиро, и тогда я почувствовал, как картинка и музыка несут зрителя к теме самого фильма. Работали по большей части параллельно. Джинночи был занят остом, а группа своими песнями.
И все же ему удалось почерпнуть новые техники и подходы, как обращаться с ритмом и со звуками, ведь Синкай снова поставил лютую задачу. Но для Radwimps это был привычно новый опыт, сопутствующий очередному фильму. Как бы вторя Синкаю с Сузуме, они хотели сделать работу отличную по вкусу и эмоциям от предыдущих двух. В твоем имени мы подошли к написанию саундтрека легкомысленно. Как будто впервые вышли на поле и сразу забили гол. Удача новичка. Только потом до нас дошла разность необходимых подходов. Мы поняли, как записывать трек, слушали примеры, научились расставлять звуки в музыке. А в первый раз вышло что-то чувственное, но грубоватое. Задумка звука Синкая в этот раз – вечное звучание. Звук, который найдет свое место спустя 100 лет. Задача невыносимо тяжелая, учитывая, что никто не знает о звуках 100 лет в будущем. Ты знаешь? Я нет. Однако, вполне логично, они пошли от обратного. Какие звуки есть сейчас, старше 100 лет. И не популярные, а те самые, безымянные, незаметные, окружающие нас призраки, идеально вливающиеся в тематику аниме с заброшенными местами по всей Японии. Связь образовалась через традиционные непопулярные инструменты, натуральные и физические звуки. И, конечно же, хор людей в пустоте прошлого, находящиеся вокруг этих звуков. А потом был женский голос. Нужен женский вокал, причем нужен поскорее и особенный, тот самый неиспорченный, который будет еще много лет жить в сердцах слушателя. И не найдя подходящих на скорую руку, их лейбл открыл исполнителей в ТикТоке. Да. Не было бы счастья, да несчастье помогло, потому что среди просмотренных оказалась 18-летняя Тоока, чей невероятный голос с первых нот дал понять группе. Это она, талантливая девочка с дрожащим от волнения голосом и записывающая демку в чулане в стиле бочи, исполнитель главной темы и иной невероятной композиции, которая могла быть только в фильме Синкая. Землетрясение и последующее наводнение все еще деликатная тема у японцев, и Синкай, создающий уже третью работу, содержащую природные бедствия, часто получает похвалу за смелость, и наоборот, сейчас не время для этого. Это как минимум не тактично. Тем не менее, благодаря ему мне в душу впился трек величественно пугающий, невероятно красиво звучащий ужас, который сопоставим с картинами 11 марта, с отходящей от берегов водой и улетающих прочь птиц. И четко видны истоки трека помимо личных переживаний. Sky Over Tokyo — это продолжение. А то, в свою очередь, произошло от этого. Невероятно. Хотя Нода вроде как сделал все и даже больше, Синкай все равно подошел к нему еще раз и говорит: еще одну дай. Но не могу больше ничего в голову не лезет. Нужно еще одну, вот последнюю. Ломал он себе голову, и по итогу, плевать, пойдет, не пойдет, я уже ничего не могу придумать. Во время создания Судзуме, Нода впервые смог застать все 2,5 года продакшена фильма и своими глазами убедился, Синкай горит своим творчеством, и огонь этот перекидывается на него. Не односторонние отношения, однако. Вновь, благодаря песне Тамаки, тема тети Судзуме, Синкай осознал необходимость в углублении отношений героев. И посмотрев, могу сказать, что они вышли отлично. Потом они успели написать треки к некоторым фильмам и даже к 1000-й серии One Piece и набрали в группу пару людей для лайв-выступлений. И вот мы тут. Работа не стихает и сейчас над неизвестными фильмами и альбомами. Что же это за группа такая, в конце концов? Ибо смотри, рок? Ну, рок обычно, да. Но есть и джаз, и хип-хоп, и панк, и электро, и даже баллады. Radwimps не хотят быть группой, описываемой одним словом. Они могли не стараться, это и так неправда.
Они, без зазрения совести скажу, очень талантливые. Такеда с младшей школы был в музыкальном клубе и учил аж контрабас. Затем научился на басухе, пианино, синтезаторе и стилпану. Вот эта штука. Горит самой разной музыкой. И учился в школе джаза Сензоку Гакуэн. И этому есть след в некоторых песнях Radwimps. Хотя поначалу он хотел заниматься созданием инструментов. Кувахара вообще не расстается с гитарой. Играет и умеет отлично. Вот яркий пример, как человек может любить Гибсон. Это болезнь такая для неосведомленных. Когда Radwimps были еще инди-инди, он взял кредит. Взял и купил на все бабки винтажный Les Paul 68 года. Рисковая инвестиция, мягко говоря. Но с того момента использует эту гитару на всех студийных записях. И тут нода. Чуть ли не все интервью как бы с группой или статьи о них это словно бенефис ноды. С ранних лет сам пишет песни, сам может писать музыку. Играет на гитаре, басу, барабанах, скрипке, фортепиано и синтезаторе. Комично, но буквально человек-оркестр. И многие говорят, как в Японии почти не осталось людей, кто пишет стихи так, как он. Согласно ему, почти все текста передают его личные переживания и мысли напрямую, не приукрашивая. Иногда выпуская из себя песни про то, как я хотел бы стать министром, или наоборот, полные негатива, что для японских «Хей, все окей, канабун» редкость, особенно в мягкой обертке. Кувахара говорил, что когда пишет риф на демку ноды, тот в ответ добавляет небольшую деталь. И именно эта деталь делает саму песню именно Radwimps. При этом члены группы любят вообще разные стили. Нода — Radiohead и Oasis. Кувахара — Mr. Big и Metal. Такеда — джаз и Red Hot Chili Peppers. 20 лет вместе и нет записи альбомов в стиле металлики. Может, оно их и двигает, потребность фанатов такой разной, но в чем-то общей музыке. Также нельзя сказать, что они в чем-то определенном, смиряемом великолепны. У ноды не то чтобы огромный диапазон голоса, просто любит и умеет фальцеты. Ну, Кувахара хорошо играет, но то, что он играет, даже я смотрю и думаю, ну в принципе я могу попробовать. Привычный слэп на басухе Такеды и бой барабанов Ямагучи. И все же есть то самое. Их приземленность даже спустя столько лет. Музыка Radwimps очень душевная. И это не то чтобы очень богатая похвала, да? Но благодаря словам ноды и четким пониманием Такеды, Кувахары и Ямагучи выходит песня о самых повседневных настойчивых чувствах, которые когда-то испытывал каждый. Остается написать, спеть и сыграть чисто, как ты чувствуешь, от чистого сердца. И глядишь, ничего изобретать и не надо. Самое простое становится самым прекрасным, если выполнено откровенно, красиво, душевно. Музыка должна быть открытой к интерпретации. Я хочу, чтобы люди наслаждались и сочувствовали с нами, как им будет угодно. Radwimps звучат как группа, которую ты услышал по MTV в детстве и подумал: о, круто, надо еще их поймать. Домашняя, теплая, комфортная и почти родная, как друг, которому можно выложить свои чувства. И именно здесь проходит та общая черта группы с Синкаем, умудряющимся в простом скрыть глубокое, без изысканных техник и завуалированного сюжета. Пускай работа над треком убирает стиль работы группы, это позволяет как раз творить абсолютно свободно. И в итоге невероятный симбиоз на уровне Насуверса и Юки Каджиуры, или Титанов и Савана Хироюки. А мы все еще говорим о рок-группе. Мне... Пересматривая излюбленную уже 4 фильмов Синкая, я заметил пропажу себя из мира. Ладно, может быть не из мира, но от повседневных передряг. Фильм заканчивается, и новости падают, как ледяной дождь. А там такая теплота, ласка, легкость, хочется петь и подпевать. Благодаря этим ребятам. Без такого мотиватора, как Синкай, не было бы Zen Zen Sense, может ли что-то сделать любовь никогда бы не родилась.
Я пришел к идее этого видео в стиле, блин, ну вот круто же в Синкае играет, а как бы другой информации вообще нету, я никогда о них не слышал. И скорее всего вы, если не живете в Японии, тоже не знали о их существовании. Челы из Синкая. Такая была оригинальная идея. Теперь же, под конец, я стал воспринимать их совсем иначе. Они больше, чем их видят. Я даже забыл, что есть такой сверкающий из-под пяток рог. Но спору нет, они выросли благодаря работе с Синкаем. Но то же самое можно сказать и об обратном. Люди, приходящие к ним на концерты, поражаются их энергией после Sparkle или других мягких рояльных песен. Радвимс действительно абсолютно заслуженно невероятно талантливы. Все четверо. Работа с Синкаем была поворотной. Мы встретили фанатов, которых не смогли бы встретить по-другому. И когда видишь конец фильма, думаешь, это того стоило. И сам награжденный режиссер признал аналогией. Я и Радвимс как два колеса одного велосипеда. Красиво.